Экспрессивные черты, впечатляющие размеры полотен и фантастическая манера исполнения. Герои его картин строят гримасы, смотрят проникновенным взглядом, а некоторые эмоционально выражают свой протест. Греция со времен античности славилась своим искусством. Вот и современный уличный художник под псевдонимом Ино решил не отставать от предков. Он украшает родную Грецию яркими, необычными изображениями. Вырос и живет в Афинах, в столице Греции, в стране, известной своим вкладом в искусство, философию и цивилизацию в древней истории. Впервые он взял баллончик в руки в 15 лет, а поводом послужили высокие чувства симпатии к одной красивой девушке. И юный художник нарисовал граффити с ее именем прямо на центральной улице города, и с тех пор буквально не выпускает краску из рук. В Афинах вообще очень лояльно относятся к современному искусству, поэтому там работает множество уличных художников. Столица Греции вся расписана яркими красками, уличные рисунки здесь никто не стирает и не портит. Внимание к деталям, сюрреалистические мотивы, странные персонажи, ярко выраженный посыл и хорошая техника исполнения – вот основа, составляющая его граффити. Ино рисует в самых разных стилях. Неудивительно, что люди часто принимают его работы за чьи-то еще. Но разумеется, у художника есть и своя фишка. К примеру, это изображение двуликих. Две головы на его картинах всегда взаимодействуют, спорят и кричат друг на друга или вытекают одна из другой. Два лица смотрят в противоположные стороны, или одно находится во рту у другого. В общем, нечто психоделическое наблюдается в подобных его работах. Также Ино увлекается фотографией и графическим дизайном. Это то, что он практикует, и оно всегда являлось частью его стиля. Он пробует много разных форм и не перестает экспериментировать, ведь это часть эволюции его как художника. Еще одной особенностью стиля Ино является его мастерское владение банкой краски в сочетании с фэткэпом. Глядя на его работу и отточенный скилл, руки художника повторяют движения его мысли и идеи в работе. Очень впечатляющее зрелище, так же, как и конечный результат, в который поначалу не совсем верится, так как работа в деталях выполнена самой большой насадкой для краски. А его мурал-эстетика в крупных работах сразу же бросается в глаза. Монохромность в каждой работе и своеобразная стилизация образов делают неповторимый стиль Ино очень привлекательным и самобытным, с помощью которого он легко доносит свое послание миру. Ино пытается своими граффити привлечь внимание общественности к непростой социальной ситуации в Греции, ведь страна переживает серьезный кризис. По его мнению, молодежь чувствует необходимость действовать, сопротивляться и выражать себя, а уличные художники должны этому способствовать. Граждане Греции находятся сейчас под большим психологическим давлением, признается Ино.
Творчество Ино отражает темы социальных и политических вопросов, а также неправомерного использования информационно-коммуникационных технологий и власти. Он стремится привлечь внимание к социальной ситуации в этой пострадавшей от кризиса стране. Участвуя в выставках и граффити-фестивалях мирового масштаба в Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Дании, США и Англии, он планирует продолжать путешествовать и рисовать во всем мире. Все его картины – это замаскированные манифесты, сами их названия уже говорят о многом. На одном из его рисунков изображен мужчина в деловом костюме и в шлеме спартанца, на другом – романтично-воздушная девочка со скрипкой, а на третьем – человек с заводным ключом в голове. Все его картины имеют глубокий философский смысл и выделяются именно парадоксальностью изображения. За 15 лет работы уличный художник оставил свои автографы во всех европейских столицах, а также собирается покорить Азию и Южную Америку. Ведь места для выражения протеста найдутся в любой стране. В мае 2014 года культурный центр «Онасис» пригласил греческого художника Ино нарисовать работу на фасаде здания по случаю выставки No Respect, посвященной современным формам искусства в Афинах. Сентябрь 15-го Ино создает работу в порту города Пирей, в одном из крупнейших морских портов в Средиземном море, расположенном в Греции. Художник был опрошен сотрудниками National Geographic, и работа по созданию этого произведения была снята для предстоящего документального фильма. Картина называется «У нас есть власть» и изображает ребенка, смотрящего на огромный портрет древнего философа Демокрита. В октябре 2015 года Ино пригласили из Министерства культуры Белоруссии в город Минск создать мурал-работу для проекта под названием «Городские мифы» в стране, где до сих пор применяется смертная казнь, ведь искусство существует не только для развлечения. Картина называется «Человек без имени» и посвящается всем тем, кто был казнен, а через некоторое время была доказана их невиновность. Стена была создана почти за 3 дня, но так и осталась незавершенной. В декабре 2015 года в Афинах художник, используя сюрреалистическую феерию аналогового и цифрового времени, создает работу «Somebody is watching you», что в переводе означает «кто-то наблюдает за тобой». Произведение критикует недавнее увеличение видеонаблюдения за людьми, которое нарушает личные права человека во имя закона и общественной безопасности. — 2016 год. Киев, Украина. Ино делает картину для проекта Art United Us Public Art. Произведение изображает балерину, танцующую над бомбой, и имеет название «Нестабильность». Также в 2016 году художник принимает участие в создании уникальной работы. Он оформляет здание парламента на Кипре. Это первое здание парламента в мире с современной крупномасштабной фреской внутри. На ней изображены 2 самых важных представителя демократии, политической системы, которая родилась в Греции. В начале 2017 года фреска под названием «Контроль разума» была написана греческим художником Ино на здании рядом со двором школы, которая была оккупирована в течение 23 лет. Эта школа была ядром анархизма в Афинах и была известна как Вилла Амалиас.
В 2012 году оккупация была эвакуирована полицией, и после этого здание переделали в среднюю школу. Как вы уже заметили, это не просто художник, пишущий и продвигающий свое имя на стенах. Его работы — это настоящий голос улиц, который в буквальном смысле ведет диалог со зрителем и заставляет задуматься о происходящем в нашем мире. Это один из примеров, когда граффити тесно переплетается со стрит-артом и несет определенную идею и смысловую нагрузку обществу. И еще раз подтверждает, что граффити — это впечатляющая форма самовыражения и протеста, которая просто необходима улицам каждого города. Спасибо каждому за просмотр этого ролика, и хочу поприветствовать всех вновь прибывших на наш канал и сказать также отдельное спасибо за поддержку и доверие к нашему проекту. Все только начинается, и все самое интересное еще впереди. Бомбите лойсы и ждем ваше мнение в комментариях под этим видео. Всем еще раз спасибо, всем удачи и пока.